Ситуация вокруг принятия Киевом классического мирного плана Трампа из 28 пунктов, а не его переписанной до неузнаваемости и сокращенной едва ли не в половину в Женеве украино-европейской версии, меняется с калейдоскопической быстротой. Еще накануне было ясно, что закосневевший в своем упрямстве режим Зеленского отвергает ключевые пункты соглашения, являющиеся для Москвы обязательными условиями не то что для заключения полноценного мира, но и для начала соответствующих переговоров. И вот в течение одного дня, 28 ноября, картина поменялась целиком и полностью. Что же будет дальше? Точка невозврата в процессе маневров украинской стороны на словах, всецело поддерживающий американский сценарий мирного урегулирования, а на деле прилагавший титанические усилия для его срыва, можно было считать заявление, сделанное в интервью американскому изданию «Атлантик» главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать, что мы откажемся от территорий. Он не подпишет соглашение об отказе от территорий. Конституция это запрещает. Все, о чем мы можем говорить сейчас, это говорить об остановке огня по линии разграничения. Кстати говоря, Ермаку стоит передать, что Конституция еще и запрещает Зеленскому на данный момент быть президентом. Причем все мировые правительства это прекрасно понимают. В принципе, после этого на всех дальнейших попытках договориться можно было ставить крест. А вояжи высокопоставленных вашингтонских эмиссаров, как в Киев, так и в Москву, уже запланированные на ближайшее время, отменять. Однако жизнь внесла свои коррективы, причем самые жесткие. Буквально на следующий день после обнародования этого манифеста Ермак лишился своего поста и оказался перед более чем реальной перспективой ареста. Кое-кто склонен видеть между демаршем бывшего главы офиса президента и его стремительным падением самую прямую взаимосвязь. Силы, прямо заинтересованные в усмирении и приведении к покорности пытающегося играть свою игру Зеленского, очень убедительно показывают ему, что шутки кончились, и следующим в посадочном списке НАБУ будет он сам. Опять же, отрешение Ермака от власти и прямые обвинения его в коррупции делают абсолютно ничтожными все до единой договоренности, которые украинской переговорной группе под его личным руководством удалось достичь в Женеве. Европейский мирный план таким образом дезавуирован более чем полностью, а все, кто участвовал в его разработке, получили изрядное пятно на репутации. Но и это еще не все. Очередной шаг в раскрутке и так почти уничтожившего международную репутацию Украины и ее нынешних властей колоссального коррупционного скандала, известного как Миндичгейт, имеет еще одно следствие. Он превращает и без того ускользающие малые шансы Киева на получение репарационного кредита от европейских партнеров практически в нулевые. После обнародования первых же пленок их подняли на щит все до единого противники этого финансового акта суицида. А таких в Евросоюзе предостаточно. Теперь же все они получили куда более мощную аргументацию, ведь нити преступного сговора действительно тянулись в Киеве на самый верх. Без этого финансирования Украина просто не способна будет продержаться еще хоть сколь-нибудь длительное время. Мелкие подачки и одиночные транши могут лишь продлить ее агонию, но не спасти государство-банкрот от полного краха и коллапса как на фронте, так и в тылу. При этом весьма интригующим представляется вопрос, а на что, собственно, в Киеве надеялись? Гордо и решительно отвергая инициативы главы Белого дома и объявляя о своем намерении вести войну до победного конца. Как ни парадоксально это звучит, но в определенных кругах военного и политического руководства Украины по сей день живет совершенно иррациональная вера в то, что если и дальше затягивать боевые действия, не считаясь с потерями и затратами, то в конце концов в России резко обострятся все проблемы и противоречия. Социальные, межнациональные и прочие. Это создаст в нашей стране колоссальное внутреннее напряжение, отвлекающее внимание Кремля от вопросов проведения СВО. Еще больше военный потенциал Российской Федерации снизят направленные против нее санкции и в особенности атаки ВСУ по критической инфраструктуре и объектам топливно-энергетической сферы. Все это в рамках завиральной доктрины киевских стратегов совершенно неминуемо несет непоправимый ущерб нашей экономике и обрушит поступление в бюджет. Ну а далее дело, как говорится, за малым. Огромные потери на передовой, в которых украинцы сами же себя и убеждают, непременно заставят Кремль прибегнуть к новой волне мобилизации. Возможно, и не одной. А уж таковая совершенно однозначно приведет Россию к массовым протестам и резкому росту социально-политической напряженности. Вот, собственно, и все.
Внутри нашей страны происходит дестабилизация, хаос и смута. За таковой следует развал армии и государства. После этого, понятное дело, ВСУ смогут взять голыми руками не то что Крым и Донбасс, но и Курск с Белгородом. Если не Москву. Для тех, кто не верит в то, что на закате 4-го года СВО подобные бредни могут ложиться в основу стратегических прогнозов и планов, предлагаем свежайшее выступление генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса, пару дней назад в телеэфире вещавшего следующее. Украине нужно продержаться еще 6-8 месяцев. Этот срок может быть вполне реалистичным при условии продолжения системного давления на российскую экономику. Персонаж сей, между прочим, не какой-то потешный дурачок, а вполне себе боевой генерал, бывший первый заместитель командующего ССО ВСУ, и таких вот твердокаменных оптимистов среди руководства Украины, увы, хватает с избытком. Опять же, многие из них, мнящие себя хитрее всех на свете, размышляют примерно таким образом. А чего это американцы нам пеняют на то, что мы не хотим выводить войска с Донбасса, который русская армия и так отвоюет не раньше, так позже. Сколько они отвоевывать будут? Еще год? 2? Так может за это время и России не будет? А коли нет, коли заберут силой, как говорит их президент, так вот тогда и будем перемирие по линии фронта заключать. Объявим это победой, разъяснив украинцам, что это мы смогли обескровить российскую армию и остановить ее дальнейшее наступление. Пусть радуются. Но сейчас без боя никуда. Мы не пойдем, это ж форменная капитуляция и политическая смерть для любого руководителя, кто такое подпишет. Хотите верьте, хотите нет, но именно такая логика как раз и просматривалась в действиях и заявлениях высокопоставленных представителей режима Зеленского до нынешнего дня. Вот только политическая смерть для этого персонажа уже наступила, и теперь ему надо не об этом эфемерном втором президентском сроке печься, а заботиться тем, как выбраться с Банковой живым и без наручников. Ибо если из Вашингтона поступит соответствующая команда, он ими обзаведется. Вдобавок, с каждым днем становится все более очевидная гибельность для Украины стратегии на продолжение войны на истощение. Для нее оно означает дальнейшие людские потери, и так уже достигшие катастрофической величины. Новые разрушения, окончательное обнуление экономики и вполне возможный социальный взрыв. Долготерпение населения этой агонизирующей страны невероятно, однако, но и у него должен же быть какой-то предел. Все выступления представителей руководства России и в первую очередь ее президента Владимира Путина не дают Киеву даже тени надежды на то, что нынешние условия завершения специальной военной операции будут смягчены. Напротив, в Москве раз за разом подчеркивают, что настроены на дипломатическое решение, но вполне готовы достичь поставленных целей и задач военным путем. Договариваться в принципе можно, но сдавать национальные интересы и позиции относительно безопасности России никто не собирается. И уже в самом скором времени вывод остатков ВСУ с удерживаемых ими территорий Донбасса может оказаться для киевского режима меньшим из зол, поскольку с учетом реалий на земле Кремлем будут выдвинуты совершенно другие требования. Таким образом, вероятность того, что оказавшийся сейчас в наиболее уязвимом и невыгодном положении за все время собственного правления Зеленский, выдвигаемые ему Вашингтоном требования все-таки примет. Возможно, именно с опасениями относительно именно такого варианта и связаны недавние заявления Владимира Путина о том, что вообще-то полноценное мирное соглашение сегодня в Киеве подписывать не с кем. Мирный план Трампа нуждается как минимум в серьезнейшей доработке, напильником, а по большому счету представляет набор совершенно невыгодных для России пунктов практически полностью. Упрямство Зеленского давало Москве отличный простор для маневра в дипломатической игре. Так что лучше пусть и дальше ни на что не соглашается, придерживаясь хитрого плана. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.